меня к тебе первый вопрос. Кто лучшие рэперы 10-20-х годов? Если общепринятый топ, то Kanye West, Jay-Z, Kendrick Lamar, Дрейк. Ники Минаж. Они основные. Ники Минаж. Да, Ники Минаж, потому что это Ники Минаж. Да. На самом деле это прикольно, потому что Кендрик Ламар так или иначе во всех топах вот типа главных рэперов 10-20-х годов есть. И если условный Дрейк, да, это про лайфстайл, хотя он типа started from the bottom, но мы знаем, что это не тот bottom, как бы, который может быть. А Тайлер, он по сути создает такие, Тайлер the Creator создает как бы такие виньетки, похожие на фильмы Уэса Андерсона, причем в последнее время точно. Канье там вытаскивает из себя всю душу и так далее, то Кендрик это прямо такой сторителлер афроамериканского комьюнити, то есть большущий, прикольный, клевый поэт. Вот. Ну и он получил Пулитцера. Единственный. Да, вот. Единственный из рэперов. Единственный из рэперов. И поэтому этот выпуск мы решили посвятить именно Кендрику Ламару. С вами декодеры всея Руси, Даня Трабун, Таня Старикова. Разберемся, что заложил, какие смыслы в свое творчество Кендрик Ламар, потому что там, судя по всему, очень много что можно пораскапывать. У него вышел альбом, который называется Mr. Morale and the Big Steppers. Для начала, кажется, очень важно вообще понять какую-то его небольшую. Я постараюсь совсем небольшую его биографию, но она очень важная. Давай, я что оделась? Я что оделась? Я оделась слушать биографию Кендрика Ламара. В отличие от того же Канье, да, я буду мерить по Канье. Вот. Значит, Кендрик на самом деле вырос в очень криминальном районе. Там вообще была такая история. Его родители, значит, Пола и Кенни, были такие хаслеры, бедные ребята в Чикаго. В какой-то момент Пола сказал: слушай, я не буду с тобой трахаться, если мы будем продолжать жить в этом криминальном районе. Возможно, Пола и отказывалась трахаться с Кенни, но все-таки ее фраза «I can't fuck with you if you ain't trying to better yourself» переводится скорее фигурально, метафорически. Скажем, я не буду иметь дел с тобой. И они с $500 в кармане поехали в Калифорнию. Вот это, я понимаю, женщина плюс. Честно говоря, мне кажется, что она сделала того, она сделала так, чтобы Кендрик не стал гэнгстером, в общем, короче. Что дальше случилось? Они поехали в Калифорнию, но, им негде было остановиться, и их тетка приютила, там из большой родни какой-то, в Комптоне. Так они из криминального района Чикаго попали в криминальный район Комптон. Они жили на улице, жили в мотелях, в машине, работали в фастфудах. Они были прям нищие ребята. У них было супер мало денег. Комптон был невероятно криминальным районом. Рейд убийств было 88 человек на 100 тысяч. Если просто сравнивать с Нью-Йорком, да, который тоже не слава богу, то там 2,2 человека на 100 тысяч в то время. Если говорить в каких-то фактах, то Кендрик первый раз увидел в 5 лет убийства, второй раз в 8. То есть настолько все было жестко там. Возникает вопрос, каким образом Кендрик не стал гангстером? Так. А дальше выясняется, что, во-первых, его папа, хоть и хаслил, никогда, мы не знаем, как хаслил, он никогда не рассказывал в семье, что он делает. Что-то он делал. Просто пришел с 3 телефонами новыми. Ты не поверишь, это реально такая история. В 92 году там случились беспорядки. Суперизвестные беспорядки в Л.А., когда там 3000 домов сожгли, невероятное мародерство, еще что-то. Что случилось? 4 полицейских задержали очень грубо темнокожего чувака. В те годы полиция систематически совершала насилие над афроамериканцами, и то задержание стало последней каплей. Кендрик вспоминает, как они едут на машине с отцом и мамой, останавливаются около автозаправки, отец уходит, приходит с 4 колесами, потому что они были бедные. В смысле, я их не оправдываю, но это реально, Это причина.
Это, да, это причина, и это реальный фон информационный, в котором он существовал. Вот. Но, судя по всему, его мама, которая заставила отца переехать в Калифорнию, она сказала отцу: чел, он будет как бы не такой, как мы. Это первое. Второе, у него в школе был такой учитель, мистер Инш, который задавал им поэтические задания. Типа писать стихи. Ну, типа писать стихи. Типа в 7 или 8 классе он задал написать стихи, и Кендрик дома это не сделал. И поэтому он за 10 минут попытался сделать это перед уроком, как делали мы все. Он просто заходит, реальный фристайл начинает читать. Да, ну короче, он записал это все. На следующий день мистер Инш раздает оценки. У его друга C, B, ну короче, тройки, четверки, там, двойки. И Кендрика 5+. И Кендрик понял, что это его. English was my favorite class. Period. In school, not just in high school, but in middle school, grade school, elementary. That always been my favorite subject because I love to write. Понимаешь? И он рассказывает об этом. Представляешь, вот у тебя есть что-то в жизни, такой момент, когда ты такой... Когда ты понял, что у тебя получилось что-то. Да. Ну вот, и в этой, короче, реальности суперкриминальной, в которой его, видимо, очень сильно пытаются оберегать, что, ну, я просто иначе не могу объяснить, как это случилось, в котором есть школа, где ему говорят: слушай, а ты как бы можешь написать стихотворение. Да, а еще его мама и его отец слушают хип-хопчик. I'm just gonna sit here laid back to this nice mellow beat, you know, and drop some smooth lyrics. Cause it's 88. Time to set it straight, you know what I'm saying? And there ain't no half stepping. Word. I'm ready. Его отец, когда они ехали из роддома, слушал какую-то супер громко, может, мы сможем включить супер громкую музыку, и Пола ему говорит: выключи это, блядь. А он говорит: не, он услышит, типа, он будет слушать. Ну, кому-то классическую музыку внутриутробно там включают, кому-то Тупака. Да, кому-то Тупака. Так вот, а еще один момент из детства, самый прикольный, который был у Кендрика, это то, что в какой-то момент на соседней улице он увидел, как Доктор Дре и Тупак снимают клип «California Love». Да, как это круто. же все Комптон. Это все Комптон, да. Вот. Ну и, собственно, потом он познакомится с доктором Дре через много-много лет. Every morning when I wake up, money on my mind, go time to get kicked up. Sunshine coming through my blinds, I'm living, but really though it's never enough. Еще его родители вообще очень жестко относились к тому, что он вообще тусит с уличными ребятами. А с кем еще тусить там? Ну, как бы... Не уличных нет. Не уличных нет. Хотя, кстати, мне кажется, в Комптоне я была бы интровертом. Вот, судя по всему, он и был интровертом, понимаешь, таким. Ну, типа, это безопаснее. Ну, да, Посидишь дома. но мне кажется, что ты еще знаешь, если ты не видишь перспектив. Вот помнишь, мы говорили про Устромае, собственно, предыдущий выпуск, про то, что, типа, когда ты не знаешь, о чем мечтать. Ага. Вот каким-то образом Кендрик знал, о чем мечтать, потому что поэзия, рэпчик, все это в то время было уже ощущение того, что ты можешь подняться из всего этого. Угу. Почему я про все это рассказываю? Потому что он потом все свое творчество будет основывать на этом опыте, который с ним случился в детстве и далее. Первый альбом Кендрика Ламара «Section 80» называется так в честь жилья, которое доступно бедным слоям населения, и в честь 80-го года, когда родился Кендрик. И альбом сам про комьюнити, про его проблемы, а второй альбом «Good Kid, Mad City» рассказывает больше о жизни Кендрика и о том, как он смог выбраться из гетто. «To Pimp a Butterfly» — третий альбом, который показывает комьюнити внутри всей Америки, и уже вот заметно, как усиливается ответственность Кендрика. А в альбоме «Damn» Кендрик всматривается вглубь себя и спрашивает, а есть ли судьба? Может быть, все вообще это предрешено? И, наконец, вот Mr. Morale and the Big Steppers, он разрушит этот порочный круг судьбы. Его папа, его звали Кенни. Его папа работал в KFC. Это все звучит как серия Южного парка, ну, правда. Или Южного Централа. Южного Централа. Ну, короче, его папа работал в KFC, и он увидел, как в KFC заходит гангстер, чувак, который в прошлом году, все знали это, расстрелял KFC
и украл деньги. Плохой знак. Это Плохой плохая знак. примета. Да, согласен. Вот. И что сделал Кенни? Этого гангстера звали Топ Дог. Кенни решил угостить его курицей. И мудрое решение. К нашему добро пожаловать! Но, понятно, что сейчас, когда это читаешь, ты понимаешь, что это чисто крышевание. Приходит какой-то да. гангстер, ты такой, вам курица. Хорошо, я не буду расстреливать ваш, KFC. Вот, но они, подружились. Как подружились? Сложно назвать это дружбой, да? Ты дал мне курицу. В целом, это уже хорошая Ты дал мне основа курицу, для- я не убил тебя, мы друзья. Что еще нужно? Вот, что случилось дальше? А дальше никто об этом не знал многие годы. Выяснилось, что Top Dog — это, собственно, тот чел, который открыл Top Dog Entertainment. Лейбл, на котором Кендрик Ламар выпускал до последнего свои альбомы. И Кендрик Ламар в своем альбоме «Damn», который получил Пулитцеровскую, мы еще об этом поговорим, рассказывает эту историю и говорит, как могла бы сложиться судьба, если бы этот человек зашел бы в KFC, застрелил бы моего отца, и тогда бы я не имел бы возможности того образования, которое у меня было, хотя это было невеликим, и, возможно, я был бы тогда сейчас на улице. Free chicken every time Anthony posted in line. 2 extra biscuits, Anthony liked them and then let them slide. They didn't kill him, in fact it looked like they're the last to survive. Pay attention, that one decision changed both of their lives. One curse at a time. То есть он знал про то, что этот чувак Он не такой знал, вот он этот не знал, он хастлер. потом узнал. Это Комптон, там все ты же сама знаешь, что большая часть рэперов суперизвестных тоже были там драгдилерами, Да, участниками нет, я просто банд. представила себе этот вечер пятничный, когда Кендрик приходит домой, такой, типа, папа, я устроился на лейбл, мне определенный лейбл, И это папа Top Dog такой, Entertainment. Хороший. Классный лейбл! Хочешь еды, возьми с собой завтра на работу, в ланчбоксах чисто, на всякий случай. Отматываем вперед, что происходит дальше. Кендрик Ламар становится очень-очень талантливым артистом. Все это чувствуют. То есть ему кидают респекты вообще все. Во всех своих альбомах он очень мощно рефлексирует на общество, на сообщество свое, то есть на темнокожее комьюнити. И себя в нем. Кто он такой? Как он отсюда вышел? Потому что он каким-то удивительным образом смог не стать бандитом, не быть застреленным. Наверное, пиком его карьеры на данный момент становится альбом «Damn», в котором он, собственно, поднимает вопрос судьбы, да? Что такое судьба? Ты родился, и ты можешь вообще изменить, что с тобой происходит, или ты не можешь? Альбом «Damn» интересен тем, что его можно слушать с двух сторон. Нет, я не сам придумал эту теорию. Ее подтверждает то, что Кендрик выпустил другую версию альбома, Collector's Edition, которая, кроме обложки, отличалась тем, что в ней треки шли в другом порядке. И так складывалась совсем другая история. Просто если говорить про символизм и все, что вокруг творчества Кендрика, это прям такая литературщина в хорошем смысле. То есть это литература. Значит, в 2018 году он получает Пулитцера. Что такое Пулитцер? Пулитцеровская премия — это американская премия в сфере культуры, в которой есть много, литературы, еще чего-то. Вообще, Пулитцеровская премия это, если говорить про музыку, она всегда была очень про классику европейскую. Знаешь, чтобы там были скрипочки, в смысле... То есть они оценивают уже здесь не текстовость какую-то, а именно музыкальность? Они оценивали всегда музыкальность. Более того, это всегда удивляло американское общество вокруг, потому что у нас тут в Америке джаз есть вообще-то, что-то как-то... Почему вы не обращаете внимания? Во многом мне сложно судить, но это в том числе было... Это белая музыка же классическая. Джаз? Нет, Нет, классическая да, белая, да. А джаз все равно... Черная, Да. да. Мне сложно судить, но кажется, что это такой скрытый все равно расизм. То есть, потому что ты думаешь, это все равно не совсем музыка. У нас музыка,
Вот. Более того, в там 1900... А я скажу. Это значит, это у меня момент для того, чтобы вот так вот сделать. Нет, у них нормально, я хочу так всегда ходить. Очень удобно, да, всегда? Я чувствую себя Билли Айлиш на Мэтт Гала. Подышу завтра. В 1965 году жюри, а там как устроено? Там есть жюри, которое дает предложение, ну, некому борду людей, которые выбирают. Так. Вот. Жюри предложило выбрать произведение Дюка Эллингтона, классического джазового великого исполнителя и композитора. Ну, и это отвергли. Типа, ну, это джаз. Вот. И это был скандал. Потому что это уже, 1965 год. Это не 1900, даже 30-й год. Да. Ну, как бы. Первая джазовая пластинка, которая что-то выиграла, это был 1996 год. Ты представляешь? 96. 96 год. And tomorrow I can't take no more. Понятно, что, конечно, то, что Кендрик Ламар получил за альбом «Дэн» Пулитцера, это невероятно. Это вообще первый альбом, который был в чартах Билборда и получил Пулитцера. То есть такое вообще невозможно. Типа уж либо попса, либо Ну, да. хорошая музыка. Да, в том-то и дело. Они дали Пулитцера с формулировкой: «Виртуозный сборник песен, объединенных аутентичностью народного языка и ритмическим динамизмом, который предлагает захватывающие эпизоды, отражающие сложность современной афроамериканской жизни». Реально, мне слова афроамериканский, подставь хаски. Это, знаешь, я хочу быть автоматом, стрелять. Виртуозно. Виртуозно. И мне кажется, они надевают этот монокль, Да. цилиндр. Вот. И такие, да. И ставят на виниле Кендрика Ламара и такие Ему можно. Bitch, be humble. Вот. Короче, ну, еще важно сказать, что это не сам он оплавился на это, то есть это кто-то предложил. Ну, то есть там нет такого, что продюсеры Кендрика Ламара такие: а почему бы нет? А представляешь, если это Топ Дог пришел И такой: в Пулитцеровскую, да, академию эту. Ребят, у меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. Ну, сборник виртуозный. сборник виртуозный. Такой. Так, то есть, короче, значит, он выпускает Дэн, ему дают Пулитцера. Он уже вообще же суперзвезда. Он уже вообще суперзвезда. И более My того, left stroke just went viral. My left stroke just went viral. после Дэн он на 5 лет замолчал. То есть 5 лет Нашумелся. он не выпускал альбом и вообще занялся много чем. Он спродюсировал своего кузена Бэби Ким альбом, он запустил собственное креативное агентство PJ Lang. Some shit for the critics, some shit for the crowd. Do you have the tools? PG Lang. И у него оставался один альбом на TDE, вот это Top Dog Entertainment. То есть один альбом выпустить, чтобы контракт закончился. Вот. И обычно все артисты вообще довольно хреново ладят с лейблами. Ну, мы можем эту историю с Фрэнком Оушеном, когда он хитрым образом выпустил один альбом, чтобы потом выпустить другой альбом уже Тейлор независимо. Свифт, вот это вот классическая история. Да. Я вчера смотрела подборку видосов, как артисты очень с грустными лицами записывают тиктоки. I don't wanna be on TikTok, but my label told me that I have to. С подписью, что типа лейбл сказал мне записать тикток, и они такие поют свою песню, знаешь, типа вот это, и Адел на это на все такая. The conversation of TikTok came up a lot, right? So I'm like, TikTok who?
Всегда, короче, лейблы были такими, но сейчас очень многие артисты не хотят, например, в ТикТоке. Кендрик Ламар, ну, понятно, что у него классный лейбл, вот, они не поругались, они очень полюбовно расстались, все такое, но это для него тоже последний альбом, тоже для него важный такой переход. Первый раз об альбоме мы услышали в августе 2021 года. Что он будет делать? Что он будет делать, потому что он на сайте, который назывался oklama.com, значит, выпустил некую дневниковую запись. Во-первых, что за фигня, что за Оклама? Вот, ну, типа... Ну, Лама. Ну, Оклама. А может быть так, действительно, я смотрю... Блин, Дань, ты если ищешь какой-то ответ, но ответ не приходит, тебе звони. Это иногда очевидно. Кендрик Ламар выложил свой дневник с названием «Оклама», который означает «мой народ». Корень «окла» вообще используется в названии штата Оклахома и произошел от языка племени Чокта. А «ма» — это типа «мой». И вот в Библии этого племени фраза «Оклама» используется, когда автор или пророк обращается к Божьему народу от имени Бога. Типа «мой народ, чё, как дела?» И Кендрик в этом дневнике пишет, что любовь, горе, потери нарушили его зону комфорта, и теперь вот он гуляет, коллекционирует старые велосипеды, месяцами ходит без телефона, думает о жизни, короче, молится за всех, за свою Окламу, и скоро что-то расскажет. Это альбом человека в кризисе, и более того, это альбом человека, который проходит терапию. Это вообще альбом, в котором, забегая вперед, в середине альбома мы слышим голос женщины, которая говорит «Сессия номер 10, прорыв, breakthrough». И это начало второй части. То есть первая часть альбома, где он в кризисе жестком. Есть вторая часть альбома, где он начинает выходить из него. Есть теория, что, по сути, это его рассказ терапевту, что с ним происходит. Давай начнем с того вообще, что означает название альбома. Значит, Mr. Morale and the Big Steppers. Mr. Morale — это... Многие говорят, что это мораль, но на самом деле мораль по-другому немножко пишется. Это скорее там дух, да, боевой дух и так далее. Но на самом деле это и то, и другое. Во многом. Ну, типа... Значит, есть вот некий Мистер Мораль, будем так называть, упрощать, и некий Big Steppers. Кто такие Big Steppers? Это такие ачиверы, оверачиверы. Вообще Big Steppers... Вот, типа чуваки, которые в гонке не комфома... Которые хотят добиться всего вообще. Да. Потому что они крутые. Перед выходом альбома он выпускает песню, которая называется The Hard Part 5. Она даже не заходит в альбом, это просто отдельная песня, где в клипе с помощью технологии дипфейка он примеряет на себя кучу лиц. Да. И это все лица на самом деле Big Steppers. Чуваков, которые невероятно шли вверх, и потом их подкосило. Ну, это О. Джей Симпсон, это Канье, понятно, это Уилл Смит из последних, и это Нипси Хассл, великий рэпер, на которого молятся все звезды, рэперы. Мы потом пойдем дальше по песне, но в этом альбоме в начале мы видим образ такого же ачивера. Чела, который дорвался до богатства, который изменяет своей жене, но при этом он несчастен. Со всем этим вообще вот багажом, да, с тем, до чего он добился, с тем, как его возвысила толпа, он, несчастен. Он чувствует это. И в этом отличие Кендрика от других. От всех остальных, да. Потому что он чувствует, что что-то здесь не так. Да, как будто я себе с трудом сейчас вспоминаю что-то такое, потому что обычно, если у тебя уже айс на шее, то ты звонишь не психологу, а девчонкам. В альбоме есть голос его жены, Уитни, где она говорит ему: «Чел, тебе нужно к психотерапевту». Он говорит: «Мужики не ходят к психотерапевту». Ну, типа. Тут могла бы быть реклама «Ясно» сервиса видеоконсультаций с психологами. Ну, прям просится же. Ну, потому что это как раз для тех, кто раньше никогда не консультировался или не может найти удобный формат. А на «Ясно» ты заходишь на сайт, под твои запросы тебе помогают подобрать психологов. И ты можешь посмотреть всю информацию про их образование, про проблемы, на которых они специализируются, выбрать того, кто подходит прямо именно тебе, и потом заниматься онлайн откуда угодно.
Я еще почему об этом подумала? Я нашла себе психолога именно там, и, не вот, что я прям села писать рэп-альбом в 2 частях, но каждую пятницу в полдень я созваниваюсь с чудесной Ларисой. И у меня каждый раз прям камень с плеч. И я очень надеюсь, что у вас есть такая психологическая помощь, потому что время сейчас такое, что она очень нужна. Давайте я оставлю ссылку на этот сервис в описании, посмотрите. И с промокодом Старикова 20 вам сделают скидку 20% на первую сессию. При регистрации его нужно ввести. Просто я не знаю, где занимался Кендрик Ламар, но он тоже явно очень много понял о себе. Вот альбом написал. Кстати, альбом. Вернемся к альбому. Смотри, перед выходом альбома Ты такой серьезный. он выложил, смотри. Короче, перед выходом альбома он выложил фотку, где он держит книгу, на которой написано Mr. Morale and the Big Steppers, и 2 диска Master Copy. Первый диск Steppers, второй Mr. Morale. Так мы узнаем, что хоть альбом и называется Mr. Morale and the Big Steppers, 2 части. но первые 9 песен — это Steppers, а вторые 9 песен — это Mr. Morale. Ага. И, собственно, Steppers — это то, что я сейчас рассказывал. Довольно жесткий момент его жизни, вот, в котором я буду цитировать некоторые фразочки. Пожалуйста. Да. Я удивлена, что у тебя сегодня не распечатаны эти рисунки его мамы, вот это вот всё. Дорого печатать. Светокопия ушла. Все начинается с песни United in Grief, то есть, объединенные горем. Там есть очень важный рефрен его, который он продолжает говорить в какой-то момент, что I grieve different. По-другому, Я не так, как вы. Горюю. И это прикольно, потому что название этой песни United in Grief. Когда что-то плохое происходит, и очень разная реакция у людей, все начинают накидываться друг на друга, что ты неправильно горюешь. Да, абсолютно. И если ты принимаешь то, что everybody grieves different, тогда ты, получается, уже united. Кендрик читает о том, как он изменил Уитни, своей жене, с девушкой с зелеными глазами, и добавляет: «Это я вот так горюю». Так что альбом еще и про семью, про его жену Уитни и то, что ей приходится или переходилось переживать. Все песни в этой первой девятке, они достаточно токсик, они такие агрессивные, они про то, что с ним происходит, но везде есть вот это вот чуть-чуть пробивается вот этот вот свет. N95 или N95 — это название маски с фильтром, которые стали популярны в ковид. Кендрик говорит, что за всем этим наносным, за маской, не только богатством, но и мнением, ты остаешься уродливым, you ugly as fuck. Он не жалеет ни себя, ни других, но в первую очередь, конечно, себя. Буквально он смотрит на себя в зеркало в клипе. Take off from fabricate streams and the microwave memes. It's a real world outside. Take off your idols. Но от того, что в зеркале отражается, оно бьется. У Кендрика очень интересное отношение с зеркалом. Главное, Кендрик не раз упоминал, что утром он часто минут по 30 смотрел на себя в зеркало, чтобы изучить себя, проанализировать и принять к сведению, какой он человек и, возможно, кем он хочет быть. Довольно жутко, конечно. Наверное, 2 песни, которые важно в контексте вот этого куска альбома точно послушать, и которые важны с точки зрения сюжета, это Father Time. Наверное, это одна из ключевых песен альбома, которая вбирает в себя сразу весь смысл первой части. Его отец — тот самый Big Stepper, который передает ребенку: быть слабым нельзя, женщины глупы, они не должны влиять на тебя, ценность в силе, деньгах и эго. И именно Уитни, его жена, показывает ему, что он несчастлив, потому что живет в том паттерне, который передал ему отец. Какой там вывод? Он это просто принял или есть какой-то вариант, как этого не делать? Это идет дальше, на самом деле, потому что дальше, во второй половине альбома, он уже будет общаться со своими детьми, и там, собственно, будет говорить им, как важно принимать свои чувства, как важно слышать, вообще видеть себя и так далее.
вторая песня из этой первой девятки — это песня «We Cry Together». Это песня ссора. Песня ссора с девушкой. Я ее когда слушал, меня аж прям переворачивало Да, все. да, да. Они просто орут друг на друга очень жизненно. То есть это Да. очень, вот прямо ссоры из каждого там дома, доведенные до абсурда. Это знаешь, мне что напомнило? Фильм «Малкольм и Мари». Вайб такой же, что они говорят друг другу все то, что ты, может быть, и хотел бы сказать в своих отношениях. Но, ну, как-то, блин, ну, так жестко. Ну да. А они прямо наваливают друг другу. Слушай, но я по-другому чуть-чуть вижу вот эту песню. Мне кажется, что это тот случай, знаешь, иногда ссоры доходят до момента, когда люди в таком аффекте, что они просто начинают, ну, как бы они просто уже все говорят. Им вообще пофигу. И они как бы вообще не думают, что сейчас будет. Ну, это катастрофа. Сейчас происходит катастрофа. This is what the world sounds like. Вот так звучит мир, да, начинается песня. Мир, согласно этой песне, звучит как оскорбление, которое бросают друг другу близкие люди. Это продолжение истории о комьюнити. Кендрик Ламар копается внутри и видит там не только себя, но все поколения, всех людей афроамериканского сообщества, всех мужчин и всех женщин. Bitch, you power tripping or guilt tripping. I held your ass down. You just cut me down, that's a big difference. Почему вообще так классно сделана эта песня? По многим причинам. Это не певица вот это все читает. Это актриса Тейлор Пейдж. То есть она там на таких как бы нотах это кричит уже, что это как бы очень сложно. Когда я слушал эту песню, мне это очень напомнило что-то из времен Marshall Mathers LP и Slim Shady. Don't make me wake this baby. She don't need to see what I'm about to do. Quit crying, bitch. Why you always make me shout at you? И я такой, блин, я прям слышу эти же нотки. Что важно, то, что у Эминема всегда был приглушенный голос женщины. Ну, как бы... Да, она откуда-то издалека, как у Скриптонит, они тоже кричат откуда-то издалека. Такие. Ну да. Тут два равноправных как бы человека, которые просто уничтожают друг друга, говоря самое противное, что можно сказать друг про друга. Она говорит ему: мужик, типа, ты грязный и нищий, dirty and broke. А он ей говорит, типа, а ты тогда тупая, получается, что за меня, ну как бы, типа, что со мной? The insecurities you got, won't mind fuck me, womanizer got no affection from your mama, I see. И дальше он говорит, don't speak on my mama, the fuck's your problem. Типа, а ну... Маму не трожь. Маму не трожь, реально. А она говорит, that bitch don't like me anyways. Типа, понимаешь? Ну, это как, знаешь, как пьеса. Когда ты читаешь пьесу, она может быть смешной, но когда ее проговаривают актеры, это становится, блин, офигенно работает, короче. Что случается в конце? Они занимаются сексом. I'ma fuck you, bitch. No, fuck you, fuck me. You playing, man. Fuck me. Nah, you playing. Вот, ну, то есть оно не про то, что кто-то прав, а кто-то виноват, ну, в смысле, кто-то прав, а кто-то не прав, а скорее про то, что это нормально в сообществе. Это вот так происходит. То есть вот это все происходит. Вот есть эти мужчины, которым нельзя плакать, и они добиваются всего, и потом как бы разрушают свои же семьи. Есть как бы семьи, в которых это то, что сейчас происходит. Вот такой накал и оскорбление, это насилие, типа окей. Вот это. Вот. И это то, что Кендрик вынес из всего этого своего детства на самом деле. И то, что он не хочет. Ну, то есть, это вот как бы то, с чем он борется, да, в себе, на самом деле. То есть, короче, он прямо вот подчеркивает, там просто проблемы комьюнити, классика, кстати, они часто это делают. Да. Часто проблемы комьюнити извне приходят, а здесь они изнутри все. Ты знаешь, здесь Обычные интересно, что человеческие. это вообще все изнутри из Кендрика. Да. То есть он как будто не клеймит комьюнити, вот тоже интересная штука, а он все тоже проводит через себя. Это он. Ну, вот это его проблема. мои Вот. косяки двоеточие. Первое, второе, третье. И Альбом. вот тут мы возвращаемся к тому, что я говорил. Сайт, который назывался Оклама, и его маникюр, который Оклама. То есть мой народ — это я. Я и есть мой народ. Я и есть. Голосуйте за меня. Из прикольной детали, ну то есть там вообще очень много маленьких вот этих вот голос его жены, который ему что-то говорит, голос психотерапевта, а есть еще чечетка. 3 кита, на которых держится Нет, там жизнь есть еще- мужчины. Голос жены, голос психотерапевта и чечетка.
Мы слышим чечетку и голос женщины, которая говорит no tap dancing around conversation. Как бы вместо того, чтобы говорить напрямую... Что типа не надо вокруг и да Да, около вокруг ходить. да около ходить, да. Я прочитал несколько тоже теорий на этот счет. Во-первых, теория про то, что он все время отвлекается от темы измены Уитни. Что он изменял? Ну, что он изменял, он все время это проговаривает, а потом что-то какие-то новые темы там пошли. Да, там инфляция. Да. А что в стране-то происходит? Эту чечетку танцуют два брата-близнеца, невероятные таланты. Он их где-то нашел, им там по 10 лет условно. По 10 лет условно. Ну, из Комптона, видимо, нашел. Я подумал, что это очень прикольно. Есть какой-то вот такой ребенок, который на все это смотрит. И он смотрит в том числе на ссору родителей. Эта чечетка, это тоже про то, что... Ну, а что делают дети, да, когда там... Слушайте, да, они Музыку занимаются... громко включают, что-то начинают делать. Да. Пытаются там как-то, они там занимаются своими делами, пытаются... Короче, вау, работает мощно. Переходим ко второй части альбома «Мистер Морал», про то, как Кендрик излечивается, находит себя и находит Да, силу. она такая больше возвышенная, типа уже есть свет какой-то в этом во всем, И да? спокойная. Тут часто даже нету ударных. Иногда это просто пианино. Поэтому во многом некоторые песни отражают друг друга. Например, у него есть Father Time, где он рассказывает про травму, которую ему нанес отец. А в Mother Sober он как бы обращается к матери и говорит про свое детство, и совсем не с точки зрения травмы. Короче, в одной части один родитель, в части, которая более цельная, зрелая и так далее, другой родитель. Если говорить про вот это вот ощущение отражения всего такого, то первая часть, она про типа сильных, которые на самом деле слабые. Первая часть про слабость сильных, а вторая про силу слабых. Ну, типа того. Про то, что принять свои слабости — это Да, сила. да, Вот это да. вот такая штука. Кстати, обложек тоже две. Одна, где он с семьей, это для части Мистер Мораль, а другая, где он один, обессилевший, сидит на кресле, это для Big Steppers. И тут отсылка к известной фотографии Малкольма X, это борец за права чернокожих, где он выглядывает из окна, держа шотган. И еще момент, на Кендрике украшения в виде тернового венка, отсылка к Иисусу, который тоже, получается, борец и спаситель. Но венок тут и для смысла, и для свега. Он от Тиффани, он стоит $3 миллиона, и на нем 8 тысяч бриллиантов в 138 карат. Я просто обратила внимание, что он в вот одной из этих песен говорит про то, что когда я дочитаю это до конца, Уитни, моя жена, уже, скорее всего, не будет со мной. Типа, она сделала все, что могла, и натерпелась, и, в общем, можно ее понять. И я читала про то, что у них уже реально идет разводный процесс. Он снял на обложку семью, она говорит в треках, у него там ребенок и еще новорожденный ребенок, о котором вообще никто не знал. Да. И такая идиллическая семья практически с кукурузных хлопьев. Ну, таких, ну, условных. И они расходятся. Что за прикол? Типа, не потеряю, не пойму. Вот я понял, что ты от меня сейчас уйдешь, поэтому сделаю обложку с тобой, с нашими... Ну, не совсем. Возможно, он просто благодарен ей. Потому что в какой-то момент... Это мужчина благодарен. Камон! В финале альбома, в предпоследней песне, последняя песня типа эпилог, а в финале альбома его жена говорит ему: молодец, Кендрик, типа, ты справился, ты разрушил родовое проклятие. И его дочка говорит: мистер Морал. Типа она, ну, как к бы... нему обращается. Да, вот. Сам факт того, что он как бы терапевтическую такую штуку делает, как этот альбом записывает, ну, это круто во многом. Мне кажется, это прикольно. Слушай, там есть еще одна песня, мне кажется, ты могла ее пропустить, про Онти. Называется «Онти Diaries». Это песня... Дневники тети? Дневники тети. Только тетя стал дядей. Правда. Про трансперсону, про его родственника, которая поменяла пол. Вот. Про то, как он в своем комьюнити, будучи маленьким мальчиком, пытался как бы понять, что вообще происходит. В квир-рэпе такое есть, но вот чтобы как бы такой артист, как Кендрик, это бы рассказал, это было бы круто. И там есть невероятно крутая, сильная строчка. Что это значит?
Он выступал в 2018 году, он выступал на фестивале Hangout. Может Да, быть, ты и он помнишь позвал фестиваль. девочку на сцену. Он позвал девочку на сцену, и Вместе с девочка ним. в Мэд-Сити зачитала и... Ну, потому что это было в песне, она вместе с ним зачитала. Ну да. Но как бы не могла этого делать, потому что она белая И девочка. он разозлился. Да. И здесь он говорит, мы можем говорить как бы сколько угодно вместе. Это слово такое же оскорбительное, как для Но это темнокожих. слово- N-word, Но мы же F-word можем... такое же оскорбительное Да. для квир-персон, для Да, ЛГБТ для комьюнити. гомосексуалов. Ну, то есть... Типа, можем, но только тогда, когда мы разрешим белой девочке говорить типа N-word. И... То есть он признает, короче, свою ошибку. Да, Круто. да. Очень важная и тоже терапевтическая песня «Savior», «Спаситель», где Кендрик продолжает с одной стороны говорить о том, чтобы мы, слушатели, перестали перекладывать ответственность на своих кумиров, а с другой стороны говорит себе, что он не является спасителем. Сзади четко, и она тут как бы напоминает: Кендрик перформер, артист, не стоит делать из него бога ни ему самому, ни его слушателям. Бедствия повторяются, если не начать их видеть и разбираться с ними. Здесь он и сам критикует себя. Tupac dead, gotta think for yourself, потому что в альбоме Pimp Up That Butterfly у него был момент разговора с Тупаком, где он просил совета, воспроизводя интервью с ним. Там есть строчка I choose me, I'm sorry. Да, и мне да, кажется, да. это тоже очень классная штука, потому что на него, как на важного для комьюнити персонажа, очень большая ответственность. Да. И он уже под ней начинал немножечко сгибаться. Я не представляю, какой груз у этого, потому что проблем в комьюнити много, ты выбился, и у тебя еще есть мозги на крутые тексты, тебя там признают, Да, Пулитцеровская премия, вот это все. Давай, решай их за нас. И он говорит там, что слушай, лучше скажу тебе правду, ты не вырастешь, пока будешь ждать что-то от меня. Перевертыш такой же. Он это говорит, I choose me, I'm sorry. Но это и есть как бы... Хороший пример. Хороший пример, да. Это Да, и я есть согласна. спасение. Знаешь, как бы, типа, чтобы сделать так. Кендрик заставил тебя задуматься, но он не твой спаситель, he's not your savior. Коул вдохновлял тебя, но он не твой спаситель. Фьючер сказал, греби бабки, там, типа, заведи бухгалтера, потому что он очень много читает про то, какой он Да. богатый. Но он не твой спаситель. Типа, да, ты можешь на них посмотреть и подумать, что ты можешь много зарабатывать, и что ты там можешь классно жить, но это ты должен сделать. На обложке альбома он стоит в терновом венке. На самом деле, во многом это про то, что, знаешь, типа у Шекспира есть в Генри VII «Heavy is the crown», типа, что тяжела корона. Да, вот как будто он, правда, он на себя примеряет эту роль мессии, да. которую ему активно тоже выдают. Но при этом он в брючках, в футболочке сидит такой, типа, ну, ребят, я Он с сначала к пушкой. психологу, I choose me, и он еще и с пушкой. Слушай, я на самом деле тут, мне кажется, не соглашусь, потому что в любом случае, когда ты такой публичный человек, то, что ты делаешь, по крайней мере, то, что делает Кендрик, это самопожертвование. Ну, во многом. Ты все равно вот эти все свои кусочки ты раздаешь. Ну, конечно, мы можем сказать, ну, он же богатый и все такое, ему просто. Но тут надо сказать другую еще важную деталь. Вообще, я разговаривал со своей терапевткой про это, про то, кто является наибольшим процентом клиентов у терапевтов. Я думала, что ты позвонил на психолога. Алло, такой, Кендрик? У него 4 религиозные отсылки. Должно быть, но явно не 4. Эта цифра никак не ложится ни в какой 4 завет. нечестивое число в Я китайском. что-то не нашел. Про то, что люди богатые часто не ходят к психотерапевту, потому что они могут другими способами на время улучшить свое состояние. Поэтому это скорее там типа средний класс и чуть выше. И то, что Кендрик Ламар это вообще сделал, это довольно интересно. Вот так юный чел из Комптона стал пулитцеровским призером, но самое главное, крутейшим рэпером. Получается,
пока я не задохнулась, а Даня не вспомнил ничего еще, что он забыл нам рассказать, мы заканчиваем этот выпуск. Ставьте лайк, если вам было интересно. Подписывайтесь на канал, чтобы посмотреть, кого мы в итоге будем разбирать в следующем. Ну и вообще там по жизни ведите себя нормально. Да. Читайте Также лириксы. заканчивают видео на ютубе, да? С вами были Таня Трабун, Таня Старикова и шоу Decoded.